Добрый день всем, кто смотрит меня на моем канале. Сегодня я хочу вам показать, как я организовываю свой процесс вышивки бисером, как я храню бисер, как я вышиваю свой запас бисера. Кому это интересно, прошу досмотреть меня до конца. Начнем. Вот у меня карта цветов бисера. Я ее купила и, в общем-то, начала нашивать тот бисер, который у меня был в наличии. Вот 500-я серия у меня почти вся. Алебастровый вот я не успела, но она у меня есть. Значит, блестящий 300-я серия, натуральный 200-я, 100-й прозрачный. Вот, только вот у меня не было вот матовых, натуральных, мелованных, вот этих серий у меня не было. Вот сатин 800-я серия у меня есть кое-что, но я не успела нашить. Вот 700-я серия тоже кое-что есть, но я пока как-то времени нет все это пришить. Начну с того, что когда я начинала вышивать бисером, накупила я всяких этих контейнеров. Вот такой был у меня контейнер, вот есть. Вот такие вот у меня много их. Вот такие вот, это для крючков рыболовных, да, вот я купила такой органайзер. Что я вам скажу? Вот такой есть. Это все жутко неудобно, очень неудобно, как для меня, потому что вся эта путаница с бисером, вот понасыпаешь этого бисера, хорошо, на один проект, допустим, насыпал, потом у меня уже много было отшитых картин, там 5, 10, там 12, да, то есть это все потом нужно как-то хранить, да, чтобы потом, если тебе необходимо этот же бисер в других каких-то твоих проектах, чтобы его найти. Вот теперь как я храню бисер. У меня вот такой огромный вот такой судок я купила такой, в эпицентре. Вот. Здесь, наверное, килограмм 15 бисера. Вот такие судочки я покупала. Это я сюда складываю тот бисер, который мне необходим на проект, на данный проект. Вот это большой судочек, у меня есть и маленький. Здесь у меня по кулечкам, значит, вот в этом большом кульке у меня все по сериям. Здесь идет вся 500-я серия. Вот здесь бисер весь вот 500-й серии. Весь бисер 500-й серии. Вот 525-й, все. Чтобы не путаться. И после завершения каждого своего проекта я весь бисер возвращаю на место. И потом для организации нового проекта мне очень все просто. Я беру вот схему и по номерам. Вот, пожалуйста, мне нужна 500-я серия в этом кульке. В этом алебастровая серия. В этом кульке натуральная 200-я серия. Вот. В этом натуральная 200-я серия. Все очень просто, быстро. Мне неудобно хранить в коробочках, это много места занимает. Вот я покупаю вот такие вот кулечки. Вот такие вот кулечки. И вот таким вот маркером. Этот маркер для дискет используется. Черный маркер. И этим маркером подписываю пакетики, номера. Вот. Возможно еще использовать, есть лента для ценников. Вот такая. Вот так выглядит наклеенные кусочки этой ленты. И здесь на этом кусочке пишешь номер бисера. Все очень просто, понятно и быстро. Вот я сказала алебастровый. Здесь идет огромнейший кулек с 300-й серии, вся блестящая. Весь блестящий бисер и так далее. Весь прозрачный бисер. Все очень удобно и понятно. Извините, что есть шуршание кулечков. Вот. Все быстро, понятно. Дальше расскажу вам, как я организовываю дальше свой процесс. Вот такие вот
как бы это вам сказать, вот такие у меня органайзеры для бисера, для моей работы. Я вышиваю только с такими органайзерами. Вот сюда я насыпаю свой бисер. Вот у меня коробка для текущего проекта. Вот так все это выглядит. Вот коробка. Здесь отобран весь бисер. Вот я вам сейчас буду впоследствии показывать, как отшить бисером новый свой проект буду начинать. И я вам покажу, как я это делаю. Вот здесь отобран весь бисер к этой картинке. Вот здесь я вам положила тот бисер, который я начну отшивать, показать в качестве мини-урока. Для тех, кому трудно, да, и непонятно, может себе вот подписывать номер по схеме и номер бисера маркером. Вот такой вот маркер. Вот он так выглядит. Он недорогой для подписи на дисках, обычных DVD-дисках. Это все это снимается элементарно ваткой и растворителем, то есть смывкой для ногтей. Все смыл и заново написал все, что тебе надо. Вот. Обычно у меня в проекте используются 2-3 вот таких вот колесика. Но, в принципе, я не рассыпаю сразу весь бисер. Я смотрю по схеме, какой у меня бисер должен быть. Отсыпаю эти номера. То есть, ну, приблизительно там, в общем-то, на каких-то там сантиметрах, там 20, да, сколько мне необходимо бисера. Я это высыпаю, эти номера, и отшиваю. Это очень удобно. Попробуйте, это очень удобно. Сейчас я вам расскажу, где можно взять вот эти вот органайзеры. Вот вы подходите в любой магазин, где торгуют дисками. Вот так выглядит. Это низ огромных вот этих таких комплектов дисков, там где по 100 штук, по 50, вот по 20. И внизу каждого или сверху, я уже не знаю, не помню, есть вот такой вот, вот такая вот пластмасска. Вот она, которую вы можете попросить в любом магазине, где торгуют дисками, вам их дадут бесплатно. Вы можете попросить, чтобы их не выбрасывали, а оставили вам, потому что они распаковывают эти большие пачки с дисками и, в общем-то, они их выбрасывают, они им не нужны. Попросите, и вам точно так же, как мне, дадут столько, сколько вам нужно. Это очень удобно, девочки. Потому что вот даже я вам показываю, открываешь, вот это надо туда как-то иголкой попадать. Это очень неудобно. Здесь все, смотрите, и бисер не мешается друг с другом, потому что есть перегородки. И не нужно вот нырять куда-то в эти баночки. Ну, не знаю, как по мне, это очень удобно. А вот, значит, такую нить я использую. Это самая удобная для меня нить. Титан 100, Ариадна, 200 метров, 13 гривен приблизительно. Вот такими иголками, у меня разные иголки были для бисера. Я выбрала вот эту, это самая для меня удобная иголка. Я вам покажу потом, как ей отшивать. Это очень удобно. Вот так они выглядят. Покупала я их на Петровке, они стоят копейки. Вот они, так они продаются. По 10 штучек. Дешево, сердито и очень-очень удобно. Все вот эти вот органайзеры, это все пустая трата денег. То есть теперь у меня этим всем играется моя младшая дочка. То есть это, оно мне не пригодилось. Ненужные совершенно вещи. Дальше, когда я отшиваю свой проект, вот я достала эту коробочку. Разложила бисер, вышиваю. Все, мне не нужно больше вышивать. Я иду там ложиться спать, неважно, заканчиваю свою вышивку. Вот, все просто. Я ложу вот эту палетку сюда. Это ложу в коробку. Вот, извините, что одной рукой не очень удобно. Все. И закрываю, и никто не разбрасывает. У меня кошка есть. То есть она может, в общем-то, поиграться бисером. Все. Так как я вышиваю на кухне, я могу оставить вот здесь вот это на столе. Никто не
не опрокинет этот бисер, ничего с ним не случится. Вот он стоит. Дальше мне нужно вышивать, открыла, взяла, все, пожалуйста. Все очень удобно. Вот эти коробки, это все, это негде хранить, ну, то есть места этому нет. А весь бисер, который у меня имеется, я же говорю, какие бы это мне надо было количество вот этих вот всех коробочек, этого всего, это можно запутаться, если все у меня прекрасно лежит в одном кульке, в больших пакетах там по 50, по 25, по 5, и, ну, если у меня мало бисера. Все лежит после каждого проекта. Я стараюсь бисер, если у меня остался там 310, да, у меня есть большой пакет, я стараюсь это все сыпать в один пакетик, чтобы у меня не было вот этой неразберихи, чтобы все у меня не валялось, где попало. Надеюсь, вам пригодится мой опыт в хранении бисера. Вы попробуйте, это очень удобно. И я вам сейчас покажу, как я вышиваю. Это тоже очень удобно и просто. Прокол в 2 дырки. Я не отшиваю по принципу, как вот девочки отшивают крестом, там с верхнего угла в нижний, и так далее, да, и пошел, это так долго, и тем более, если еще и натягивать на пяльцы, я вообще не понимаю, зачем это делать, это все усложняет процесс настолько. Вот почему я раньше вышивала крестиком, потом перешла на бисер, но поняла, что после 2 лет, как я вышивала бисером, просто, ну, во-первых, у меня все друзья задарены картинами с бисером, у меня уже все в бисере, то есть это так быстро, если кому-то нужно вышить подарок, это вообще, это настолько все быстро вышивается, если картина, ну вот, скажем, вот такого масштаба, да, если ее вышивать крестиком, ну, если так тратить времени, как я тратила, там, 1–1,5 в день, и то не каждый день, то на это все необходимо, наверное, ну, понадобится, может быть, около 3–4 месяцев, чтобы крестом отшить. Это месяц работы, и все, в общем-то. Час в день, 1,5, и картина готова. Никаких проблем. Вот. Еще вам расскажу, забыла сказать. Вот эта желтая пеленочка. Вы можете взять любой отрез ткани, чтобы он был не скользкий, там, не атлас. Можно обычный отрез белой ткани, вот вафельное полотенце, да, можно взять какой-нибудь кусочек вафельного полотенца или купить отрез готовый, да, в магазине. И на вот этом отрезе выполнять все свои работы. Так как если вдруг где-то там подтолкнешь, бисер рассыпется, он не скатится со стола, он никуда не денется, он весь остается на ткани. Ну и опять-таки я использую в качестве подложки эту ткань, потому что я всегда вышиваю на кухне, так как у меня вообще-то 2-комнатная квартира, 2 детей, у одного 1 комната, малышка спит в другой комнате, в общем-то мы с мужем живем на кухне. Поэтому, чтобы было тихо, никому не мешать, я вышиваю всегда на кухне. Вы знаете, ну, за обеденным столом всякое может случиться, поэтому, чтобы там работу не запачкать, если не полная зашивка, да, я вышиваю на вот ткани, и работа всегда защищена, сохранена. Так что вот такой процесс организации моего бисера. Это очень удобные контейнеры. Стоят они там недорого, там то ли 30–50 гривен, я не помню, тут, по-моему, 20 в эпицентре. Вот, очень плотно, хорошо закрывается. Вот такие защипы. Вот. Так что, надеюсь, мой опыт вам пригодится. А сейчас я вам покажу, как я буду отшивать данную схему, которую я купила на выставке. Покажу вам, как я отшиваю на этой схеме. Сейчас я вам хочу показать, как сам процесс моей вышивки. Я вышиваю, вот, я вам уже говорила, вот такой большой длинной иглой. Заправила я ниточку вот такой ниткой. Мне очень нравится эта ниточка. Титан 100 Ариадна. Очень хорошая.
Вот так выглядит бисер. Я вам для примера возьму, отошью маленькие уголочки, покажу. Вот я, в принципе, себе уже не подписываю все эти номера, но вы можете подписывать, потому что для новичков будет тяжело разобраться. Я без номеров все понимаю. У меня есть по 3, по 4 вот таких вот основ от дисков, и я наполняю его бисером и не путаюсь совершенно. Неудобно. Начнем. Переворачиваем нашу работу и закрепляем ниточку. Проходим так вот один слой ткани и еще разочек вот так вот. Вот ниточка наша закреплена. Я завязывала маленький узелочек, забыла вам сказать. Вот теперь начинаем нашу работу. Берем бисер, который нам необходим. Вот я вам покажу, что у нас идет по схеме. Мы смотрим. Вот у нас идет 162 цвет, 16. Вот. Берем. Вот видите? И очень легко набирается бисер. И начинаем вышивать. Я прокалываю, вот видите, я вам медленно буду показывать, сразу 2 дырочки. Так идет процесс намного быстрее. Вот. Попробую вам показать. Мне, конечно, не очень удобно через камеру, но попробую. Дальше берем этот же бисер. Вот. Показываю. Не знаю, как вам видно. 2 дырочки сразу. Вот. Берем опять бисер. Вот. Я вам показываю очень медленно, все это происходит гораздо быстрее. Ну, чтобы вы могли посмотреть. Показываю чуть это. Вот 2 дырочки сразу. Бисер ложится ровненько. Вот так вот. Подтягиваем. Ряд ровненький. Дальше у нас идет другой цвет. Вот по схеме смотрим. Вот у нас идет 19 грамм, которого необходимо, 411 цвет. Вот я нахожу у себя здесь и начинаем отшивать этим цветом. Вот берем. Так. Вот. Дальше у нас идет опять все тот же цвет, 162. Сразу 2 дырочки. Вот почему я не использую все вот эти органайзеры, я вам говорила, да, потому что это совершенно неудобно. Все эти баночки.
Все это очень неудобно. Вот. Видите, как процесс идет очень-очень быстро. Вот видите. Сейчас. Обычно я прохожу до конца ряда и вот так вышиваю. Ну, бывает, мне хочется кусочками вышивать, то есть вот как бы какими-то полкартин, потом еще. Но я, в принципе, всегда вышиваю, если полная зашивка, иду от начала и до конца. Вот. Потом опять-таки иду от этого конца и до этого конца. И вот двигаюсь по горизонтали. Дальше у нас меняется цвет 162. Раньше всех этих цветов не было в чешском бисере. Ну вот теперь появилась эта палитра, такой матовый бисер. Если вам видно, вот он такой без блеска, матовый. Вот, смотрите, сразу две вот медленно вам покажу. Дальше опять у нас идет другой цвет. Сейчас я пойду на другой ряд. Покажу вам, как двигаться по рядам. Вот. Последний цвет возьму. Дальше пойдем в другую сторону. Теперь у нас идет прокол сверху вниз. Как бы вам это, чтобы было лучше видно. Вот так вот, надеюсь, видно. Вот так вот. Все это происходит очень-очень быстро. Просто пытаюсь. Вот. Камеры фокусируется плохо. Хочу, чтобы вам все-таки было видно все это подробно. Извините. Так вот. Как видите, вышивка бисером это очень-очень легко. Почему мне легко вышивать этой длинной иглой? Во-первых, ее удобно вот так вот, я ее держу в руках. Вот так нанизываю. Очень удобно нанизывать. Вот смотрите, если вам будет видно. Вот так вот раз. Все. Бисер у нас на иголочке. Я, честно говоря, не понимаю, зачем девочки натягивают на станки работы для бисера. Мне это непонятно, честно. Не могу пока понять, для чего это делают. Вот. Это настолько замедляет процесс работы, что мне пока непонятно, для чего это все. Вот, постараюсь вам. Очень хочется, конечно, чтобы кому-то пригодился мой опыт в вышивке бисером. И могу сказать вам, что кто боится начинать вышивать бисером, не бойтесь, это настолько легко и просто. Вот так вот.
Все очень быстро. Вот так. Постараюсь быстренько дойти. Сейчас я вам отошью этот рядок и покажу, как это все выглядит. Что все бисеринки лежат ровно. Вы должны, конечно, помнить только одно, что бисер у вас должен всегда быть в одном направлении. Либо слева направо, либо справа налево, это как вам уже удобно, но всегда, ну так как и крестик, вот всегда в одном направлении. Чтобы он у вас не метался один слева направо, другой справа налево. Вот так. Все быстро, дошли до конца ряда. Сейчас. Вот так вот. И последний мы уже отшиваем вот так. Идем с верхнего в верхний, следующий ряд. Вот так. Все. Вот смотрите, как все лежит. Вот все это потом выравнивается, ровнее. Вот, смотрите. Все красивенько. Не хочу затягивать видео. Вот. Ну, еще раз вам пройдусь, чтобы было более, может быть, понятно тем, кто первый раз вышивает. Конечно, хотелось бы посмотреть несколько раз, как мне когда-то в свое время, когда я начинала. Вот так вот все это происходит очень быстро, очень быстро. Вот так. Нитку я всегда беру очень длинную. Вы можете брать не такую длинную, я беру больше метра. Мне так удобно, чтобы часто не менять. Вот так. Вот получается. Вот что я вам могу еще рассказать, что сейчас я вам покажу, как закрепить. Вот, допустим, у нас закончилась нить. Вот мы взяли бисер с верхнего, да, допустим, у нас в верхнем правом углу, мы идем в нижний и опять в верхний правый, чтобы закрепить бисер двойным швом. Заходим в бисер и опять в нижний, здесь вам видно, в нижний угол, левый. Вот смотрите, видно вам хорошо? И вот так затягиваем. Вот. Все у нас прошито 3 ряда. Дальше переворачиваем нашу работу. И точно так же, как мы закрепляли нить, проходим. Вот так вот. Вот, смотрите, хорошо вам видно. Вот так. И еще раз. Вот так. Все, никаких узлов мы не вяжем. И обрезаем вот здесь ниточку. Все. Никаких узлов. Ничего у нас нету. Вот, все вышло аккуратно.
Если идет вышивка частичная, например, вот у меня есть схема, вот здесь идет вышивка частичная, видите? Я видела, некоторые девочки как-то странно отшивают, да, там один цвет, потом второй. Я не понимаю, зачем это делать. Если можно, вот, например, идешь с правого ряда налево, слева направо и пошел, пошел, пошел. Дальше вот можно, в принципе, здесь отшить до этого момента и потом вот точно так же по горизонтали, по горизонтали, по горизонтали. Здесь же не нужно замена ниток. Бисер берешь какой хочешь. То есть мне непонятно, для чего нужно. Вот там один цвет отшил, здесь один цвет. Я не понимаю, зачем это делать. Вот. Если можно все быстро, все это отшить на такую картину, ну, в принципе, если не напрягаясь, там, по часу, полтора в день, если даже и не каждый день, то за 2-3 недели это вышить элементарно, да. Вот. На эту картину, если тоже не напрягаясь, месяц работы, по часу в день, там, 1,5 часа в день. То есть, в общем-то, вот все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать. Может быть, кому-то пригодится мой опыт. Сейчас я вам покажу еще раз, вот, как это все получается в отшиве. Вот моя картина. Видите, все лежит ровненько, весь бисер, нигде ничего, никуда не перемещается, не наезжает бисер. Все чудесно, все прекрасно. Главное, просто, легко и быстро. Так что, девочки, не бойтесь. Покупайте бисер, схемы и вышивайте. В следующих своих видео я вам покажу свои работы, вышитые бисером, которые у меня еще остались дома, которые я не успела раздарить. Спасибо всем за внимание. Кто досмотрел меня до конца. Желаю всем творческих успехов. До встречи на моем канале. До свидания.